Франция и Армения. Перспективы сотрудничества в спутниковой разведке. На фоне укрепления оборонных связей между Парижем и Ереваном возникает вопрос о возможности партнерства в сфере спутниковой разведки. Франция обладает значительным опытом в передаче спутниковых данных, а также демонстрирует готовность к углублению взаимодействия с Арменией в оборонной сфере. В условиях региональной нестабильности доступ к разведывательной информации мог бы значительно повысить обороноспособность Армении и ее стратегическую самостоятельность. Использование спутниковых данных играет ключевую роль в современных военных конфликтах, где точность и оперативность информации могут определить исход событий. В прошлом Армения сотрудничала в этой сфере с Россией. В 2014 году начальник отдела топографии Министерства обороны Армении отмечал, что организация «Центр геодезии и топографии» имела возможность получать спутниковые снимки. Однако данные о доступе к такой информации в ходе военных действий 2020-2023 годов остаются неподтвержденными. В последние годы Армения предпринимает шаги по развитию собственного спутникового потенциала. В 2022 году страна заключила контракт с испанской компанией Satlantis на запуск гражданского спутника Armsat-1, что можно рассматривать как попытку диверсификации партнерств в этой сфере. Кроме того, армянские инженеры из лаборатории Базунг успешно разработали и запустили малый спутник Hayasat-1, а также работают над следующей моделью Hayasat-2. Однако создание полноценной национальной спутниковой программы требует значительных инвестиций, технологий и времени. В сложившихся условиях оптимальной стратегией для Армении может стать комбинированный подход – развитие национальной программы и сотрудничество с государствами, обладающими развитой спутниковой инфраструктурой. Одним из таких партнеров могла бы стать Франция. Париж располагает мощной разведывательной спутниковой группировкой, обеспечивающей высококачественные снимки и оперативные данные. Эти возможности позволяют Франции не только поддерживать собственные военные операции, но и делиться информацией с союзниками. Двустороннее оборонное сотрудничество Франции и Армении активно развивается. За последние годы были заключены соглашения о поставках французских вооружений, а в декабре 2024 года подписана программа оборонного сотрудничества на 2025 год. В рамках растущего партнерства теоретически возможно расширение взаимодействия и в сфере разведки. Однако на данный момент нет подтверждений того, что Франция готова предоставлять Армении спутниковую информацию на регулярной основе. Такие вопросы обычно зависят от уровня доверия между странами и их стратегических интересов. При этом, в отличие от Украины, с которой Франция заключила соглашение о безопасности, у Армении нет аналогичного договора. Тем не менее, возможен вариант создания соглашения с положениями, допускающими обмен разведывательной информацией в различных форматах. Например, через коммерческие спутники, аналитические отчеты или закрытые военные каналы. Расширение сотрудничества в сфере разведки могло бы усилить обороноспособность Армении и укрепить ее стратегическое партнерство с Францией. Исходя из динамики отношений, можно предположить, что Армения заинтересована в таких инициативах, а Франция может рассматривать их в рамках двустороннего сотрудничества. Однако окончательные перспективы такого взаимодействия будут зависеть от политических решений и готовности сторон к более глубокому партнерству в этой чувствительной сфере. Постскриптум. В общем, я думаю, что Макрону имеет смысл до конца своего президентского срока не только углублять военный союз между Арменией и Францией, но и направить все усилия на создание европейского военно-политического блока со штаб-квартирой в Париже, чтобы в год своего 50-летия возглавить его. Это был бы расцвет его политической карьеры. Девизом организации могут стать слова Шарля де Голля: «Если страна не поддерживает в своей армии идеи больших свершений и вкус к широким замыслам, то когда придет беда, напрасно такая страна будет искать людей, достойных победы. Победа достается только тем, кто всегда в нее верил». Министерство обороны Азербайджана вновь распространило ложную информацию о том, что армянские силы якобы обстреляли их позиции.
Это уже третий случай за день и восьмой за последние 3 дня. Постоянные заявления такого рода свидетельствуют о целенаправленной кампании по созданию напряженности в регионе. Азербайджан использует дезинформацию как инструмент гибридной войны, преследуя несколько целей. Во-первых, это подготовка международного сообщества к возможной агрессии с формированием ложного образа провокаций со стороны Армении. Во-вторых, такие обвинения служат способом давления на Ереван с целью добиться односторонних уступок. Подобные вбросы имеют закономерный характер. После заявлений о обстрелах следуют сообщения о якобы раненых или погибших военнослужащих, которые затем используются как предлог для агрессивных действий. Баку явно не заинтересован в подписании мирного соглашения. Вместо реальных шагов к миру он продолжает политику давления и угроз, что делает переговоры бессмысленными. Азербайджан рассматривает их как инструмент для навязывания своих требований, а не для достижения стабильного мира. Ответственность за возможное обострение лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, которое сознательно провоцирует эскалацию и угрожает безопасности всего Южного Кавказа. Пресс-служба Минобороны Азербайджана продолжает активно распространять дезинформацию. В их заявлениях можно встретить обвинения в адрес армян по поводу якобы агрессивных инженерных работ и строительства оборонительных укреплений, а также утверждения о размещении индийской техники и других обвинений, зачастую сопровождающихся нелепыми топонимами. Интересно, что раньше Азербайджан завершал такие сообщения угрозами о применении силы в ответ на обстрелы. Сейчас же они избегают таких формулировок, что можно трактовать как тактическую осторожность. На самом деле армянская сторона не предпринимает подобных действий, так как их приоритет – избегать эскалации конфликта. Это ясно даже тем, кто не знаком с ситуацией. Однако, продолжая распространять дезинформацию, Азербайджан создает искусственную напряженность на линии соприкосновения. Армянская информационная служба вынуждена реагировать на эти вбросы, опровергая ложные утверждения и указывая на подготовку к возможным действиям противника. Каждое заявление требует усилий для опровержения, что лишает возможности эффективно управлять информационным пространством и бороться с дезинформацией. Мы не сможем достичь устойчивого мира, если будем лишь говорить о его необходимости. Войны не возникают случайно, они становятся следствием образа жизни, который общество ведет годами. Если мы действительно хотим мира, то должны изменить все, что привело нас к событиям 2020 года. Искоренить коррупцию, кумовство, непрофессионализм, недоверие к своим и наивную веру в чужих. Мы и сами понимаем, сколько работы впереди. Что касается международных отношений, есть старый дипломатический афоризм. Государства могут доверять друг другу только тогда, когда точно знают, какого уровня нечестности ожидать. Любое другое доверие – либо наивность, либо глупость. В этом смысле нам известна позиция нашего противника. Он не скрывает своей враждебности, не пытается казаться миротворцем. Его прямолинейность не оставляет места для иллюзий. Армяне хотят мира, но Алиев не хочет этого. Такая откровенность делает его действия предсказуемыми, но не менее опасными. Сегодня, когда я уже сбился со счета, сколько стран поздравляют Армению и Азербайджан с завершением переговоров о мирном договоре, вспоминаются перефразированные слова Марка Твена. Господа, слухи о подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном несколько преувеличены. Есть основания полагать, что Баку вновь может прибегнуть к проверенной тактике 2020 года – создать повод для конфликта через провокации на границе. Сценарий предсказуем. Азербайджанские силы инициируют локальное столкновение, сознательно жертвуя своими солдатами. Армянская армия, выполняя оборонительные задачи, отвечает на агрессию, после чего официальный Баку заявляет о нападении и получает удобный казус белли. Это может стать оправданием для очередного этапа военной кампании, цель которой – территориальный захват под предлогом демилитаризации приграничных районов. Подобный сценарий уже разворачивался в конце лета 2020 года, когда после череды провокаций последовало полномасштабное наступление на Арцах.
Разница в том, что теперь объектом атаки становится уже суверенная территория Армении. А конечная цель – не только военные успехи, но и подрыв армянской государственности. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.